Каждый день в своей жизни мы сталкиваемся с тысячами проявлений фундаментальных физических законов. И, как правило, мы не придаем им никакого значения. Мы просто знаем о них, дали им название, чтобы различать, и на этом все. Мы уже считаем их познанными, словно бы само название эффекта уже каким-то мистическим образом все объясняет. Яблоко падает вниз – это гравитация. Натертая шкурка кошки или ткань щиплет и искрит – это статическое электричество. В грозовом небе что-то грохочет и сверкает – это гром и молния. Если воткнуть штепсель в розетку, то бытовые приборы начнут работать – это обычное электричество, переменный или постоянный ток. Ток чего? Электронов. Тяжелые химические элементы распадаются – это радиация. Солнце светит – это излучение звезды. Мы взрослеем, стареем, умираем – это время. Если автомобиль разогнать, то он не остановится мгновенно – это инерция. И таких базовых, фундаментальных проявлений десятки, сотни, тысячи ежедневно, ежесекундно. И мы не успеваем остановиться, чтобы разобраться и понять, что это такое на самом деле и чем вызвано. Нам нужно жить дальше. Нам достаточно того, что мы в совершенстве умеем всеми этими эффектами пользоваться. Мы везде используем электричество, гравитацию, инерцию, время, излучение. Нам вполне достаточно того, что мы опытным путем выяснили огромное количество физических законов, правил, по которым эти силы природы работают. Мы знаем формулы их взаимодействия друг с другом. И на основании этого создаем наши инструменты, технологии, приборы, архитектуру и оружие. А большего нам и не надо. Но если попытаться все-таки спросить у любого физика, химика, математика, что такое электричество, гравитация, время, излучение, инерция, энергия, масса и тому подобное, то, скорее всего, никто ничего вразумительного не ответит. Удивительным образом это работает. Спин – момент собственного такого вот движения вокруг собственной оси. Хоть у электрона нет никакой вроде как оси, и вроде как и размеров-то у него нет, да? То есть его не представишь как шарик, но тем не менее спин у него есть. Вот такой вот квантовый объект. Ответа нет. Есть только гипотезы. Одни более убедительные, другие менее. Какие-то вопросы поднимаются очень часто, какие-то не поднимаются вообще. Скажем, про загадку электричества не отметился только ленивый. Про гравитацию существует более-менее внятное объяснение, но оно упирается в непризнание эфира, без которого оно не работает. Про время мы с вами говорили в прошлом фильме. Но есть вопросы, с одной стороны, кажущиеся простыми, но на самом деле все не так просто. Например, что такое инерция? Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым, и сегодня мы с вами попытаемся чуточку глубже разобраться в этом, казалось бы, простом вопросе. Что такое инерция? Что такое энергия? Могут ли существовать в нашей Вселенной места, участки, где инерции вообще не существует? И кто знает, куда нас это размышление приведет? Начнем, как обычно, с самого начала, с самого очевидного, с базы. Любой химический элемент в нашей Вселенной обладает массой, и эта самая масса совершенно не любит менять свое состояние и положение. Для того, чтобы это самое положение изменить, к элементу необходимо приложить усилия. И чем больше общая масса вещества, тем большие усилия нужно приложить, чтобы сдвинуть объект с места. Если это обычный атом, то этого усилия и не заметишь вовсе. Если это футбольный мяч, состоящий из миллиардов атомов, то усилия, которые нужно приложить, чтобы его сдвинуть, намного больше. Хотя для взрослого человека все так же еле заметно. Ведь сам человек намного больше мяча. Если нужно сдвинуть с места другого человека, то усилия могут быть очень значительными. А если вам нужно сдвинуть с места целый дом, то сил одного человека
вам уже не хватит. Это свойство называется инертность. И, как видно, оно напрямую связано с массой объекта. И чем массивнее объект, тем сложнее изменить его состояние. Сдвинуть с места или, наоборот, затормозить. А значит, для начала нам нужно разобраться, что такое масса. Масса. Скалярная физическая величина, определяющая инертные и гравитационные свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света. В обыденной жизни и в физике XIX века масса синонимична весу. Да, собственно, до конца XIX века масса и вес считались примерно одним и тем же. Однако к концу XIX века появилось понимание, что масса – это нечто более фундаментальное, чем вес. При одной и той же массе, но при разных скоростях, один и тот же объект словно бы становится тяжелее или легче. При разных скоростях одному и тому же объекту нужно прикладывать разные усилия, чтобы он остановился. И при большей скорости объект будет двигаться по инерции гораздо дальше, чем при меньшей. Тем не менее, он все равно рано или поздно затормозится и остановится. Но на это есть объективные причины. Сила трения о землю, воду или воздух, сила притяжения Земли, в конце концов, которая усиливает соприкосновение объекта с Землей и тем самым усиливает силу трения. Но это сейчас нам известно. Аристотель же в своей физике писал, что никто не может сказать, почему тело, приведенное в движение, где-нибудь остановится. Или почему оно скорее остановится здесь, а не там. Следовательно, ему необходимо или покоиться, или двигаться до бесконечности. Если только не помешает что-нибудь более сильное. Аристотель, физика, глава 8. Складывается ощущение, что в этой фразе какой-то логический провал, что фраза неполная. Ведь в ее начале утверждается, что каждое тело неминуемо когда-нибудь и где-нибудь остановится. А затем внезапно из этого следует, что телу необходимо или покоиться, или двигаться до бесконечности. Откуда следует, что тело будет бесконечно двигаться? В предложении явный логический провал. Однако в другом труде Аристотеля, в «Механике», мы встречаем потерянный кусок размышлений. Или это другое размышление? Оно гласит: движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое действие. Тут уже явно говорится о силе, приводящей тела в движение, и ни слова про инерцию или инертность. Но мог ли Аристотель не замечать ее проявление в жизни? Сомневаюсь. Значит, и тут фраза, скорее всего, вырвана из контекста. Ну ладно, будем считать, что во времена Аристотеля люди были наивными детьми и никогда не сталкивались с сопротивлением окружающей среды. Никогда не видели, как ветер надувает паруса, не подозревали, что Земля может резко тормозить камень, который человек толкал перед собой, не догадывались, что если устранить причину этого, трения, и подложить под груз круглый каток или колеса, толкать станет гораздо легче. Будто они не понимали, что у торможения объекта всегда есть причина. Пусть это останется на совести историков и школьных учителей. Спустя почти 2000 лет после Аристотеля астроном Галилео Галилей якобы исправил эту ошибку Аристотеля, заявив, что скорость, однажды сообщенная движущемуся телу, будет строго сохраняться, если устранены внешние причины ускорения или замедления. Условие, которое обнаруживается только на горизонтальной поверхности. Ибо в случае движения по наклонной плоскости вниз уже существует причина ускорения, в то время как при движении по наклонной плоскости вверх налицо замедление. Из этого следует, что движение по горизонтальной плоскости вечно. Тоже довольно странное суждение на самом деле, поскольку хоть Галилей и обратил внимание на причины ускорения или замедления, но странным образом проигнорировал еще одну причину – это саму поверхность, пусть даже и горизонтальную.
Во всяком случае, так утверждается на данный момент в Википедии. А разве Аристотель ошибался? Может показаться странным, но если соединить первое его утверждение из физики и второе из механики, то это почти дословно первый закон Ньютона, написанный еще через полсотни лет после Галилея, который, собственно, и гласит, что в инерциальной системе любое тело находится либо в абсолютном покое, либо движется прямолинейно и равномерно, пока на него не начинают воздействовать иные силы. Но почему так? Почему тело в отсутствии других сил продолжает двигаться прямолинейно бесконечно? И вот тут ученые начинают вводить новое старое понятие энергия. 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 То, что задействует, вводит в действие сила, мощь. Скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи. Мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то ее энергия сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система будет являться замкнутой. Это утверждение носит название закона сохранения энергии. Из этого определения видно, что, как и электричество, энергия – это некая скалярная величина, то есть некое числовое значение. Значение чего? А неизвестно. Может быть, движение? Вполне возможно, поскольку современные физики вообще и астрономы в частности часто упоминают энергию именно в таком значении. Допустим, мы запустили спутник, и он летает с некоторой скоростью. Если его полная энергия не очень большая, то он не сможет выйти за пределы вот этой области, возле тела, с которого мы его запустили. Но если он включит двигатели, разгонится, то сможет отлететь подальше. Еще разгонится, еще дальше. В какой-то момент ему станут доступны области сразу вокруг обоих тел. Но если увеличивать энергию дальше, произойдет странное. В какой-то момент область, доступная телу, приобретает вот такую замысловатую форму. Вместо того, чтобы сказать «давайте разгоним объект до определенной скорости», они говорят «давайте накачаем объект энергией, и тогда он приобретет такую-то скорость». Все это следует из знаменитой формулы Эйнштейна E равно mc квадрат. Сейчас мы не будем делать упор на том, кто на самом деле ее открыл, пока что это не важно. Самое главное, что одна из ключевых, если не самая ключевая формула теории относительности, говорит о том, что скорость, масса и энергия прямо взаимосвязаны друг с другом. И энергия объекта равна его массе, умноженной на квадрат скорости света. То есть, скорость объекта, его энергия и масса – это по сути три стороны одного и того же явления. Они жестко взаимосвязаны. Чем больше масса, тем больше энергия. Чем больше скорость, тем больше масса и тем больше энергия. Туда же подтягиваются и прочие эффекты, и законы нашей Вселенной. Чем больше масса, тем больше гравитация и инерция объекта. Неудивительно, что ученые всерьез считают эту формулу чуть ли не основополагающей для всей нашей Вселенной, потому что она буквально объясняет и наглядно показывает взаимосвязь всего со всем. Как одно перетекает в другое. Килограммы в скорость, энергию в массу и вес, гравитацию в энергию, а массу в инерцию. И что самое поразительное, она работает, причем безотказно. Пустота. Если докапываться до самого начала, до истоков вещества, то мы сначала придем к атому, который состоит из протонов и электронов. Очень-очень маленьких комочков чего-то, между которыми просто бездна пустоты. Если копать еще дальше, то выясняется, что и сами протоны и электроны также не являются никакими комочками, а тоже по сути пустота. Электроны – это волны чего-то, чего мы не знаем, не имеющие даже постоянного местоположения, лишь только размытое по границам атома поле,
на котором они могут быть с той или иной вероятностью в той или иной точке пространства. А протоны также состоят из кварков и глюонов, для которых даже нет конкретного определения, что это. Что угодно, но точно не частицы, не материя. То есть вся Вселенная состоит буквально из пустоты, структурированной пустоты, которая обладает свойствами материи. А значит, массы, как определение количества вещества, тоже не существует. Ведь если одному и тому же количеству вещества придать больше или меньше энергии, или скорости, то и масса изменится. И это при том, что количество вещества останется прежним. Существуют лишь электромагнитные, гравитационные и прочие поля, которые и проявляют эти самые свойства при взаимодействии друг с другом. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Хотя, если все сущее – это лишь результат взаимодействия полей друг с другом, значит инерция должна быть присуща и полям. И это действительно так. Оказывается, что электромагнитные поля также обладают инерцией. В повседневности этот эффект называют электромагнитной индукцией. Суть в том, что изменение электромагнитного потока, например, по кругу, вызывает противодействие этому изменению. Таким образом, индукционный ток всегда направлен противоположно причине, вызвавшей его. Это свойство и называют электромагнитной инерцией или попросту индукцией. Получается, что инерция – это свойство, явление, которое также является фундаментальным во всей Вселенной. Инерция. Но есть одно «но». Если с состоянием покоя все более-менее ясно, то с состоянием прямолинейного, равномерного, вечного движения все не так просто. Вот смотрите. Предположим, что вы находитесь на Земле в состоянии покоя, то есть абсолютно неподвижны. Значит ли это, что это действительно так? С вашей точки зрения, безусловно, да. Но на самом деле вы движетесь. И не просто движетесь, а вращаетесь по орбите вокруг центра Земли со скоростью 1 оборот в сутки. И хотя на экваторе это будет скорость 1669 км в час, ее все равно крайне недостаточно, чтобы ваша орбита была стабильной. Для этого не хватает еще примерно 25,5 тысяч км в час. А потому вы не просто вращаетесь по орбите вокруг Земли, но еще и падаете на нее с ускорением примерно 9,78 метра в секунду за секунду. Если же вы стоите на полюсе Земли, то само собой у вас нет орбиты вокруг Земли, а значит нет никакой компенсации скорости, и вы просто на нее падаете, на Землю. А значит и скорость падения будет выше. И действительно, на полюсах ускорение свободного падения больше, чем на экваторе – 9,83 метра в секунду за секунду, то есть на 5 сантиметров в секунду быстрее. Более общепринятая версия этой разницы говорит о том, что на экваторе на вас действует центробежная сила. Но на самом деле это по сути одно и то же. Просто центробежной силой объяснить проще. Хотя это ровно один и тот же эффект. Итак, получается, что на Земле мы никак не сможем убедиться в прямолинейности движения по инерции. Для того, чтобы убедиться в том, что объект или тело будут вечно двигаться по инерции прямолинейно и не меняя скорости и направления, нам нужно вынести этот объект в космос. Туда, где ему не будут мешать ни поверхность Земли, ни воздух. Давайте поместим объект на расстояние 20 тысяч километров над Землей. Будет ли он тогда лететь прямолинейно и бесконечно? Тоже нет. В лучшем случае он будет летать по круговой орбите над Землей, но все равно по кругу или эллипсу. Это если ему хватит скорости, а если не хватит, то все равно упадет на Землю. Ни о каком прямолинейном равномерном движении
вопрос не стоит, поскольку на него будет воздействовать сила гравитации Земли. А если поместить объект туда, где гравитация Земли не действует, например, куда-нибудь за орбиту Марса, но и тогда он будет летать по круговой или эллипсоидной орбите вокруг Солнца, либо упадет на ближайшую планету – Марс, Юпитер, Солнце, или опять же на Землю. Снова ни о каком прямолинейном равномерном движении речь не идет. Насколько же далеко нужно поместить объект, чтобы на него не оказывали воздействия гравитационные силы ни звезд, ни галактик, ни черных дыр, ни скоплений галактик? Это проблема. Такого места во Вселенной просто нет. В любой самой отдаленной и максимально пустой точке пространства нашей Вселенной, пусть это будет межгалактическое пространство или даже великая бездна Волопаса, известная как Войд Волопаса, везде, абсолютно везде объект будет получать влияние гравитационного поля, накопленного общим влиянием гравитационных полей всех окружающих галактик. Плюс объект будет испытывать давление звездного ветра абсолютно со всех сторон. И хоть его движение будет максимально возможно прямым для нашей Вселенной, но все равно это не будет идеальная прямая. И скорость, и направление движения объекта будет хоть медленно, очень медленно, но меняться. А значит, частота эксперимента будет нарушена. До тех пор, пока мы не удалим из эксперимента влияние других тел, чужой гравитации, мы не сможем утверждать, что он движется прямолинейно, по инерции и сам по себе. Объект всегда будет двигаться под влиянием других сил и никогда не будет двигаться прямолинейно. Для того, чтобы эксперимент был максимально чистым и правильным, из Вселенной необходимо удалить абсолютно все объекты, начиная от всех галактик, всех звезд, всех планет, всех черных дыр и заканчивая мельчайшей пылинкой на самой окраине горизонта событий. Нужно удалить из Вселенной абсолютно все, что может светить, излучать, весить или лететь, и оставить один единственный наш объект. Но это же невозможно. Значит, пришло время тех самых любимых и обожаемых физиками мысленных экспериментов. Давайте мысленно проделаем все, что обозначили, и оставим в абсолютно пустой Вселенной всего один камешек. Теперь запустим его в любую сторону и посмотрим, будет ли он лететь вечно и прямолинейно. И вот тут мы столкнулись с другой, неожиданной проблемой. Теперь мы не знаем, стоит ли наш объект на одном месте или летит. И если летит, то с какой скоростью? Летит он по прямой, кривой или вообще делает ли хоть что-то? У нас не осталось никаких ориентиров, по которым мы можем определить это. С одинаковой вероятностью объект может как стоять на месте, так и лететь со скоростью света. И даже со скоростью в десятки или сотни скоростей света. Для того, чтобы понять, летит наш объект или стоит на месте, нам понадобится второй объект. Допустим, точно такой же камешек, но чуть в стороне. И теперь, когда у нас появился ориентир, мы начинаем видеть, что наш первоначальный объект движется, причем со скоростью света. Но и тут все не так просто. Поскольку у нас всего два ориентира, то мы не можем точно сказать, летит наш объект относительно второго, или он стоит на месте, а летит наоборот второй. Или они оба летят навстречу друг другу с половиной скорости света каждый. Или оба летят в одну сторону со скоростью в сотни скоростей света, но при этом скорость одного из них чуть меньше, чем скорость второго. Вот она, теория относительности в действии. Мы видим лишь скорость одного объекта относительно другого объекта.
Но поскольку никаких других ориентиров нет, то мы до сих пор не можем точно сказать, летит наш объект или стоит на месте. Мы можем увидеть лишь скорость двух объектов относительно друг друга. Кроме того, само наличие второго объекта уже начинает нарушать первоначальное условие и вносить правки в гравитационное и электромагнитное поле Вселенной, оказывая тем самым влияние на скорость и направление первого объекта. И само собой, таким образом нарушается одно из главных правил теории относительности. Никакое вещество не может двигаться со скоростью света или выше нее. Зато в 3/4 скорости света может. И если каждый из наших объектов движется навстречу друг другу со скоростью 3/4 скорости света, то мы увидим, что любой из двух объектов движется со скоростью 1,5 скорости света, тогда как противоположный стоит на месте. Более того, в абсолютно пустой Вселенной, где нет ни малейшей пылинки или постороннего атома, ни малейшего влияния каких-либо полей гравитационных или электромагнитных от других тел, ничто не мешает нашему объекту набирать сколь угодно большую скорость, во сколько угодно раз превышающую скорость света. Просто потому, что наблюдатель никаким образом не сможет определить текущую скорость объекта. И точно так же исчезает инерция, поскольку никаким способом нельзя определить, поворачивает объект, тормозит или уже стоит на месте. А теория относительности полностью это запрещает. Значит, нужно найти другой способ определить, движется объект или нет. И тут снова появляется энергия и формула ее вычисления E равно mc². С точки зрения этой безотказной формулы, мы все же заметим скорость объекта, поскольку при увеличении скорости будет возрастать его энергия и, соответственно, его инерция и инертность. Чтобы почувствовать возросшую инерцию, нужно просто попытаться затормозить объект. Но мы до сих пор не знаем, движется он или нет. Мы почувствуем лишь массу объекта, его инертность. Но мы не сможем сказать, это его нормальная масса покоя или она уже возросла за счет движения. А при приближении к скорости света появится еще и Лоренцово сжатие. Объект должен начать сжиматься. И опять-таки, при равномерном движении без ускорения или торможения мы никак не сможем сказать, объект сжат с помощью Лоренцова сжатия или это его естественное состояние. И вот тут новый вопрос. Если объект движется в абсолютно пустой Вселенной со скоростью, близкой к скорости света, то что его сжимает? Само собой, если объект движется с ускорением, то сила, толкающая его вперед, будет толкать заднюю часть быстрее, чем переднюю. Поэтому задняя часть объекта будет догонять переднюю, поскольку движется быстрее. И объект, естественно, начнет сжиматься. Появится эффект обратной спагеттификации в черных дырах, Лоренцово сжатие. Но так бывает не всегда. Двигатель не обязательно должен толкать, он может и тянуть за собой. Тогда он располагается спереди объекта, и Лоренцово сокращение снова будет нарушено. Объект начнет растягиваться, а не сжиматься. И тогда появится та самая классическая спагеттификация черных дыр. А кроме того, мы говорим сейчас не про ускорение или замедление, а про равномерную скорость, близкую к скорости света. И самое главное, в космосе для разгона или торможения далеко не всегда вообще нужен двигатель. Достаточно гравитационных искажений пространства, например, от какой-нибудь планеты или звезды. Эффекты же от спагеттификации или наоборот сжатия все равно останутся. Значит, и этот способ не работает. Другими словами, если в абсолютно пустой Вселенной находится некий одинокий объект, который покоится либо движется равномерно, мы не сможем различить его состояние. Покой и движение будут абсолютно одинаковы. Понять движение объекта мы можем лишь относительно другого объекта и больше никак. Казалось бы,
Триумф теории относительности. Покой или движение будут неизменны для наблюдателя до тех пор, пока скорость объекта не приблизится к скорости света. И когда это произойдет, масса объекта станет бесконечной, и мы больше не сможем его ускорять. Нам остается только одно – ускорять, подталкивать объект до тех пор, пока не увидим на практике увеличение энергии объекта за счет увеличения скорости, а также увеличения его массы. Только тогда мы, наконец, сможем точно сказать, что объект действительно очень быстро движется. И снова вопрос. А почему так происходит? Почему масса так стремительно растет? Конечно, об этом говорит математика и формулы, но математика математикой, а у каждой формулы должен быть какой-то смысл. Если теория относительности и формула E равно mc квадрат работает, если Лоренцово сжатие существует, если при приближении к скорости света, как утверждают формулы, масса объекта начинает стремиться к бесконечности, то, на мой взгляд, есть только одно объяснение этому эффекту. Это некая среда, которая проникает сквозь все объекты. Эфир. Но вот смотрите, если какая-то почти бесконечно разряженная среда заполняет собой все пространство, то, двигаясь с обычной скоростью, мы ее не будем замечать от слова совсем. Никак. Никакими способами. Однако, если ваша скорость приближается к скорости света, то по мере приближения количество проходящей сквозь объект среды начинает постепенно возрастать, пока не достигнет объемов, уже существенно влияющих на вашу скорость. До тех пор, пока эта незримая среда не превратится в бетонное, непреодолимое заграждение. Это и есть предел скорости. Чтобы проверить это, давайте разложим формулу E равно mc квадрат на ее физический смысл. Помните, как мы это делали с формулой расчета гравитационного взаимодействия двух тел? Напомню, вот эта формула. Читается она так. Гравитационное взаимодействие между двух тел равно гравитационной постоянной, умноженной на произведение массы первого объекта на массу второго и деленное на квадрат расстояния между центрами масс двух тел. Читается немного сложно и запутанно, на самом деле смысл предельно ясен. Два объекта стремятся соединиться в единое целое, оказывая влияние друг на друга каждым своим атомом. Но эта сила убывает согласно квадрату расстояния между ними, согласно закону обратных квадратов. А гравитационная постоянная G, которой до сих пор никто не может дать четкое физическое определение, на самом деле определяет плотность эфира в данном месте. Поскольку мы говорим о законе квадратов расстояния, имея в виду r квадрат, значит мы описываем некую сферу влияния. И визуально всю формулу можно представить как две сферические трехмерные воронки в пространстве, взаимодействие между которыми плавно убывает из-за расстояния, согласно этому самому закону квадратов. Подробнее в моем фильме «Она вам не постоянная». Точно так же мы можем попробовать разложить и формулу E равно mc квадрат на физический смысл. Итак, энергия тела. Предполагается, что энергия покоя равна произведению массы тела на квадрат скорости света. Что такое энергия, мы пока еще не знаем. Для ученых это некая скалярная величина, математическая цифра, число, не имеющее физического воплощения, но при этом почему-то оказывающее решающее воздействие буквально на все во Вселенной. Что такое масса, мы тоже пока не знаем, поскольку, согласно формуле, она может увеличиваться или уменьшаться от скорости. И это тоже скалярная величина, с теми же последствиями, что и энергия. Остается скорость. Тут надо заметить, что ученые и сами не скрывают, что большинство фундаментальных формул попросту угадывают. А в физике ничего не доказывается. Ни один физический закон нельзя доказать как математическую теорему. Он не является теоремой, он является угаданным, эффективным способом действия.
И это не единичное утверждение того же физика Семихатова. Это реальный факт. Связь массы, энергии и скорости заметил еще в 1889 году Оливер Хевисайд. Затем это соответствие долго мурыжили то Лоренц, то Пуанкаре, до тех пор, пока Эйнштейн решительно не присвоил ее себе. Но как объяснить скорость света в этой формуле? Ведь мы говорим об энергии или массе покоя, то есть объект не движется, находится на одном месте. Причем тут вообще скорость? Причем тут скорость света, да еще возведенная в квадрат? То есть получается, что в тот момент, когда вы стоите на месте, вы движетесь со скоростью света, причем во все стороны. Да что за бред такой? Однако формула работает, а значит просто заявить, что она глупость, мы не имеем права. Тут что-то явно не так. Давайте разбираться. Формула работает, если скорость света возводится в квадрат. Это говорит нам о том, что мы имеем дело опять же с некой физической моделью сферы. Значит, нечто движется внутри какой-то сферы со скоростью света, и это нечто, умноженное на массу, порождает энергию. Или деленное на скорость света в квадрате порождает массу. И то, и другое скалярные величины неизвестно чего. Но самое главное, что в формуле отсутствует один очень-очень важный параметр. Дело в том, что скорость света сама по себе ничего не значит. Скорость – ничто без сопутствующего параметра – время. Скорость – это прохождение реакции за какое-то время. А значит, если времени нет, то любые операции со скоростью просто бессмысленны. Следовательно, либо в формуле не хватает одного важного параметра, либо один из скалярных параметров подменяет собой или эквивалентен времени. И в этот момент вспоминаем, что изначально в этой формуле было еще значение 4/3, а затем единица, которая соответствовала эфиру, но была убрана Эйнштейном за ненадобностью. Но что если она отвечала не только за эфир, но и за время? Единица времени, за которую свет проходит определенное расстояние. Тогда формула получает больше смысла. Масса – это количество пространства, попавшее в сферу, образованную волной, движущейся со скоростью света во все стороны, за некую единицу времени. Допустим, за секунду. Все пространство, попавшее в этот радиус, сжато в одну микроскопическую точку, в которой эта волна движется со скоростью света. А поскольку пространство микроскопическое, то волна отражается от стенок внутренней сферы с гигантской скоростью. Так появляется атом. У самого простого атома водорода частота вибраций около 1,5 миллиардов в секунду. И чем больше пространства стянуто в точку, тем больше вибраций в секунду оно совершает. И, соответственно, тем больше его масса. Естественно, само по себе пространство никуда не стягивается и не сжимается. Ведь пространство – это, по сути, лишь степени свободы. Но стягивается то, что заполняет это пространство – эфир, единый и неделимый. Именно он растягивается и сжимается. И у него есть масса. Настолько маленькая, что для обыденных расчетов представляется ничтожной. Что, собственно, и заявил Эйнштейн 5 мая 1920 года в своей речи в Лейденском университете. Однако, какой бы ничтожной ни представлялась масса эфира, если собрать ее в достаточно большом пространстве и сжать в точку, то масса все же будет вполне измеримой. Вот смотрите, за 1 секунду свет преодолевает почти 300 тысяч километров. А поскольку мы говорим о квадрате скорости, значит это расстояние свет проходит во все стороны, образуя сферу радиусом 300 тысяч километров. Представьте себе сферу пустого пространства, вакуума, космоса диаметром 600 тысяч километров. Это сфера размером чуть-чуть меньше орбиты Луны вокруг Земли.
А теперь сожмите эту сферу до диаметра атома водорода и получите массу атома водорода. То есть масса всего одного атома. 1 атом водорода. Много это или мало? Средняя плотность вещества во Вселенной 1 атом на 4 кубических метра. Всего в нашей сфере около 113 септиллионов кубометров пространства. Разделив ее на 4, получаем, что в нашей сфере должно быть около 28 септиллионов атомов. Даже если отнять отсюда процент атомов, содержащийся в планетах, звездах и черных дырах, это все равно всего 5%. Сумма останется почти неизменной – 27 септиллионов атомов. А вместо этих септиллионов мы получаем всего 1 атом водорода. Вот насколько ничтожна масса эфира. Поэтому ее и не учитывают. Но на больших масштабах и на больших скоростях она становится существенной величиной. Вот почему нельзя разогнать никакой объект выше скорости света. Эфир будет не успевать проходить сквозь него, будет скапливаться перед объектом, активно его тормозя и постепенно превращаясь в самую настоящую бетонную стену. Поскольку перед объектом образуется волна сжатого эфира, который будет лавинообразно образовывать новые частицы, причем не только снаружи и перед кораблем, но и внутри него. Само собой, и масса будет увеличиваться. Теперь можно подставить правильные физические значения в формулу. Масса в этой формуле тождественна количеству сжатого эфира, содержащемуся в объекте. А энергия обозначает частоту, заключенной внутри волны или двух волн. Например, если посчитать расстояние, которое проходит электрон в атоме водорода за 1 секунду, то при размере атома в 0,1 нанометра и боровской частоте вращения электрона на первой орбите примерно 6,5 петагерц, выходит, что за 1 секунду электрон проходит расстояние около 6,5 тысяч километров. И тогда формула приобретает вменяемый физический смысл. При ускорении объекта он приобретает дополнительное количество вещества за счет дополнительного эфира, проходящего сквозь него, и значит увеличивается энергия, то есть охват вещества. И соответственно его масса, то есть количество вещества. При торможении сжатый эфир некоторое время продолжает двигаться дальше самостоятельно, быстро рассеивая свое сжатие по пространству. Это выделяется энергия. Само собой, 1 секунду для вычислений я взял наобум, чисто для примера. Возможно, имеется в виду 1 микросекунда, 1 миллисекунда или еще какой-то очень короткий промежуток времени. Важен сам принцип. Принцип того, что вводя в формулу параметр скорость, мы неминуемо должны указать и время. А время, в свою очередь, решительным образом повлияет на понимание задачи. Вот как-то так. Но что я такое говорил про внутреннюю сферу, не выпускающую волну наружу? Что это такое? С чего я это взял? На самом деле, подробно это изложено в моем фильме «Что такое эфир на самом деле», но кратенько расскажу. Для начала визуальная часть. Вот смотрите, классическая программа для 3D-моделирования 3D Max. Она использует в своей работе самые проверенные и сложнейшие геометрические алгоритмы. Давайте создадим в ней плоскость из большого количества полигонов и попробуем сжать часть этого пространства в точку. Промежуточные полигоны начали растягиваться, компенсируя потерю пространства за счет сжатия центральных полигонов. Это естественно и ожидаемо. Но вот то, что творится на внешней границе этого пространства, представляется контринтуитивным. И тем не менее оно происходит. Некоторые полигоны
не только не начали растягиваться, но наоборот, также стали сжиматься, образуя по внешнему краю зоны сжатия и разряженности очень уплотненный слой. Может быть, это какой-то глюк программы, и он проявляется только когда мы сжимаем пространство в определенном радиусе, по кругу. Что ж, давайте попробуем сделать то же самое, но по прямой, чтобы не было радиальных искажений. Нет, ровно такой же эффект. Если представить, что мы растягиваем пространство, то на внешних границах этого пространства должно появиться плотное отталкивающее поле, что, собственно, мы и наблюдаем в атомах. Мы не видим сами атомы, но мы видим границу некоего поля, которое не в состоянии преодолеть никто и ничто. Почти ничто. Именно это мы и воспринимаем как твердый объект. А теперь рассмотрим этот же эффект, но с другой точки зрения. Мы только что доказали, что если пытаться лететь со скоростью света, то объект будет собирать впереди себя эфир, сжимать его. И в какой-то момент он сожмется так, что не пустит вещество дальше, а превратится в каменную стену. Но волна, свободно путешествующая по Вселенной, вряд ли на это способна. Если только ей не помочь. Если не придать ей еще больше ускорения, например, другой такой же волной, попавшей с ней в резонанс. Поскольку внутри атома волна движется со скоростью света в микроскопическом объеме, она постоянно попадает в резонанс сама с собой, постоянно получает ускорение сама от себя и таким образом сама же порождает непроницаемую стенку, от которой сама же отталкивается миллиарды раз в секунду. Мы видим это сжатое пространство как поле. Собственно, так и появляется осязаемая твердая материя, атомы, химические элементы. При этом не сжатый эфир продолжает спокойно проходить через любые преграды, поскольку, как мы уже выяснили, его нормальная плотность настолько низкая, что в септиллионы раз меньше, чем разряженность Вселенной в самом пустом ее месте. Так что ж такое инерция? До тех пор, пока мы считали, что космическое пространство пустое, инерция понималась гораздо легче. Вот объект, вот он катится, и ничто ему не мешает. Но как только мы с вами поняли, что все пространство заполнено эфиром, все резко усложнилось. Если существует какая-то среда, сквозь которую движутся все объекты в нашей Вселенной, то насколько бы разряженной она ни была, она будет оказывать тормозящее воздействие. И чем выше скорость, тем выше тормозящий эффект, который мы видим как возрастание массы. Теперь простым движением вперед объяснить инерцию не так просто. Нужно учитывать эффект прохождения эфира сквозь объект. Давайте попробуем рассмотреть этот процесс поэтапно. Если мы представляем объект, например, атом, как просто кусочек сжатого пространства, эдакий скомканный лоскут, то при движении сквозь эфир любой объект рано или поздно остановится, причем по космическим меркам довольно быстро. И не просто остановится, а еще и рассеется в пространстве за счет того, что эфир будет при прохождении сквозь объект распрямлять микроскопические кусочки сжатого эфира, и они будут покидать ловушку материи, попросту распрямляясь и становясь ничем. Снаружи это будет выглядеть как гравитационные подергивания. Кстати, возможно, именно так и должно происходить рассеивание черных дыр на самом деле. А сам этот эффект мы можем наблюдать как излучение Хокинга. То есть не какие-то виртуальные воображаемые частицы испаряют черные дыры, а эфир, проходящий сквозь них, растянутый до максимального предела, вызывает распрямление сжатых областей, которые таким образом перестают быть веществом и подчиняться законам гравитации, таким образом свободно покидая черную дыру, что невозможно для материальных объектов или любого вида излучений.
эти кусочки вещества становятся самой гравитацией. И гравитационные волны, исходящие от черных дыр, это не волны в прямом смысле этого слова. Это сотрясение пространства эфира, вызванные резким высвобождением дополнительного пространства и перераспределяющегося по окружающей Вселенной. Но если эфира нет, если Вселенная абсолютно пуста, то с точки зрения нашей модели объект никогда и никуда не движется, поскольку само движение определить невозможно. Как мы уже выяснили, для определения скорости нужна изменяющаяся среда, а для фиксирования ее изменения нужно время. Поэтому время и является самым первым измерением. Без него все остальное просто не существует, не движется, не происходят никакие процессы. Даже нашего гипотетического камня нет, поскольку все его атомы просто перестали двигаться и превратились в пустоту. И снова мы возвращаемся к эфиру, поскольку это единственное, что может продемонстрировать движение атомов, их вибрацию, колебания электронов и полей. Все, что существует во Вселенной, должно двигаться во времени, и для определения этого времени нужна среда, относительно которой все изменяется, относительно которой происходят все события. Без этой среды никакое существование ничего во Вселенной невозможно. Например, если вы попробуете толкнуть наш одинокий булыжник в пустой Вселенной, если вы попробуете его разогнать, если вы попробуете его остановить или изменить направление его движения, если приложите к этому любые усилия, любую энергию, пусть даже силу всей Вселенной, он все равно не сдвинется с места. Просто потому, что сам факт движения невозможно определить. И, соответственно, исчезнет инерция. Или, наоборот, она станет стопроцентной, все подавляющей, смотря с какой стороны на это посмотреть. Таким образом, и инерция без эфира невозможна. Но если сквозь все тела во Вселенной, сквозь любые, даже мельчайшие элементарные частицы проходит эфир, то почему тогда все тела во Вселенной не тормозятся? Откуда появляется движущая сила? Во-первых, эфир настолько тонок, что успевает всего за 1 секунду проходить сквозь атом, например, урана, септиллионы раз. Это уже говорит о том, что никакого сколько-нибудь значимого торможения он не оказывает. И так продолжается до тех пор, пока тело не набирает примерно 86% от скорости света. Тогда его масса, согласно теории относительности, увеличивается вдвое. А дальше масса растет по экспоненте. На скорости 99,9 скорости света масса увеличится уже в 7000 раз. И каждый следующий миллиметр в секунду будет увеличивать массу вдвое по сравнению с предыдущей, пока масса не уйдет в бесконечность, то есть не превратится в несдвигаемый барьер. А во-вторых, когда тело получает направление движения в какую-то конкретную сторону, эфир, проходящий сквозь него, входит в резонанс с его внутренней волной, усиливая возвратное движение, благодаря чему позади движения объекта волна набирает скорость быстрее, и барьер образовывается раньше. А спереди, наоборот, появляется более разряженная среда, которая тянет в себя более плотные точки. Появляется импульс движения вперед, против общего направления движения эфира. Точно так же, как шарик, наполненный гелием, при старте автомобиля тянет именно вперед, а не назад. Вот как-то так. К чему я это все рассказал? К тому, что точка зрения, количество исходных данных в решении задачи и их качество влияет на понимание задачи в целом и на ее решение в частности. Если убрать из задачи эфир, будут ли работать формулы? Конечно, будут. Они ведь не вычислены, а угаданы на уровне подсознания. Будут ли решаться физические задачи? Конечно, да. Ведь подавляющее большинство законов физики попросту замечены теми или иными учеными.
И математические формулы, доказывающие их, точно так же замечены или подогнаны путем подбора. Но когда они уже подогнаны, нет ни одной причины, чтобы они не работали. Хотя нет, пожалуй, есть одна. Не понимая физического смысла законов природы, мы не понимаем саму природу, а значит не в состоянии делать фундаментальные открытия. И я говорю не о вечном двигателе или машине времени, хотя и о них тоже. Я говорю о жизни, сознании, о душе, о самой возможности связи с эгрегором, или Богом, если угодно. И хотя он всеми способами пытается наладить с нами контакт через сны, через озарение, даже через бред сумасшедших и шизофреников, через своих аватаров, так или иначе внося мысль о том, что мир как матрешка состоит из вложенных друг в друга сфер разных вибраций, мы все равно его не слышим, искажаем то, что он пытается донести. Например, те же набившие оскомину сферы высоких и низких вибраций, о которых вещают со всех сторон разные блаженные тетушки, контактеры, индийские ламы и прочие Блаватские, Кастанеды и Рерихи. Мы интерпретируем их как некие параллельные вселенные, параллельные миры. Или в крайних случаях посылаем этих контактеров либо в психушку, либо в тюрьму, в зависимости от степени их желания облегчить ваш кошелек. Да, фантазия у людей работает, но не бывает дыма без огня. Что-то или кто-то периодически внушает людям мысль об этих самых высоких и низких вибрациях. А уж потом начинает работать фантазия. И чего только не напридумывают. На деле же все намного проще. Вот только вдумайтесь. Один простейший атом водорода, то есть наш материальный уровень, для проявления, для материализации должен собрать в кучу, сжать в крошечный комочек весь эфир, находящийся в сфере диаметром 600 тысяч километров. Любые сгустки эфира меньшей плотности мы попросту не увидим. Максимум, что мы сможем зафиксировать, это чуть меньшую плотность. И все равно мы ее не увидим, но лишь почувствуем в виде магнитного поля, например. И это самая близкая к нам по плотности сфера бытия. А сколько таких сфер уровней с еще меньшей плотностью может существовать во Вселенной? Кому-то покажется, что я брежу. Может и так. Но разве не занимаются тем же самым современные ученые, самозабвенно выдумывая все новые и новые сущности, все новые и новые химеры для объяснения тех математических формул, которым нет объяснения в классической физике, придумывая откровенный бред, например, об одном единственном электроне, который скачет туда-сюда во времени и таким образом, самокопируясь бесконечное количество раз, создает нашу Вселенную. Или еще более откровенный бред о самосогласованности Новикова, при котором путешествия во времени возможны, но вы никак не сможете изменить события, поскольку есть закон самосогласованности. Или Лоренцово сжатие. Тоже ведь бред, выдуманный по сути просто так, как оправдание своей невозможности понять, в чем дело, но теперь везде использующийся как закон. Идеология, цельная картина мира, как воздух, необходима, чтобы идти дальше. А для создания такой идеологии нужен не просто ученый, нужен философ с развитым воображением. Ученые это прекрасно понимают, есть даже целая роль в научном мире. Этих людей называют визионеры, от слова «видящий», человек, который видит целую картину, в отличие от узконаправленных специалистов. Но последним качественным визионером был, пожалуй, Альберт Эйнштейн. У него была способность не только видеть, но и визуализировать свои догадки. Собственно, именно в этом и заключается его главная гениальность. Он умел создавать примеры, вроде парадокса близнецов, которые были понятны даже обывателям. И их используют для объяснения теории относительности до сих пор, 100 лет спустя. А у современных ученых такого таланта нет. Их объяснения косноязычны и непонятны.
И хотя им очень хочется быть новыми Эйнштейнами, многие из них забыли, выморали из своей памяти слова того самого Эйнштейна, произнесенные им 5 мая 1920 года в Лейденском университете. Лекция называется «Эфир и теория относительности». Вся эта речь посвящена эфиру и тому, что его нет. Как бы нет. В ней приводятся исторические данные и математические формулы, доказывающие, что эфира не существует. Но внезапно, когда слушатель уже уверен в отсутствии эфира, во второй половине лекции Эйнштейн говорит: отрицать эфир – это в конечном счете значит принимать, что пустое пространство не имеет никаких физических свойств. С таким воззрением не согласуются основные факты механики. Но самое интересное – это концовка лекции, поэтому зачитаю вам ее полностью. Резюмируя, можно сказать, что общая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами. Таким образом, в этом смысле эфир существует. Согласно общей теории относительности, пространство немыслимо без эфира. Действительно, в таком пространстве не только было бы невозможно распространение света, но не могли бы существовать масштабы и часы, и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова. Однако этот эфир нельзя представить себе состоящим из прослеживаемых во времени частей. Таким свойством обладает только весомая материя. Точно так же к нему нельзя применять понятие движения. Вот и все. Эйнштейн не только не отрицал эфир, но и прямо заявил, что без него пространство и Вселенная, и даже само время попросту не смогут существовать. Но он настолько тонок в своей природе, что по сути не является материальным объектом. Само собой, ведь сама материя начинается только после того, как эфир сгущается в септиллионы раз. И Эйнштейн прямо сказал, что он занимается только материальными объектами, а эфир нематериален. Но он точно есть. Да, собственно, 100 лет назад физикам и не нужно было изучать настолько тонкие объекты. Но, может, теперь пришло время?